Знакомьтесь, нашего героя зовут Надир Ага. На дворе 19 век. Он живет в самом центре Османской империи, Стамбуле, будущей Турецкой республики. Этот османский евнух обладал огромным влиянием при дворе султана, был важным саном, да настолько, что называл себя человеком, держащим Абдулхамида, османского султана. Надир Ага всегда помнил, кто он и откуда родом. Он родился в Абиссинии, известному как Эфиопия, старейшее христианское государство. Надир был младшим ребенком в многодетной семье. Родители его были убиты очень рано, затем из жизни ушли все братья и сестры, а 8-летнего Надира продали в рабство. Мальчика везли в трюме рабовладельческого судна сначала в Саудовскую Аравию, где он на какое-то время попал в богатую семью, но женщине-хозяйке он не приглянулся, та продала его дальше, в Стамбул. В то время султан Абдулхамид издал распоряжение, чтобы евнухов его гарема обновили и поставили ему в качестве рабов только абиссинийцев. Так, в окружении еще таких же 22 маленьких афроамериканских мальчиков Надир попал во дворец османского султана. Надир встал на заре. Сегодня ему предстоит сдавать экзамен. В школе, где он обучается дворцовому этикету, правилам и регламентам, он лучший. Учителя хвалят его за высокий интеллект, находчивость и честность. В то время, как все мальчишки бегают и развлекаются, Надир проводит время за книгами, учится. К нему на экзамен пришел сам султан, который к тому времени уже был наслышан про этого чудного юношу и что он вполне может стать достойным слугой султану. Ведь, проходя практику, Надир не тратил время зря. Он делал все, чтобы понравиться султану. Ухаживал за его животными, которых у Абдулхамида было немало, за садом. Наконец, когда настало время принять решение, куда отправиться служить этот юный, способный раб, у Надира потребовали дать клятву, что если даже будет найдена его семья, он никогда не покинет султана. Итак, Надир попал служить в гарем султана и очень быстро стал продвигаться по карьерной лестнице. Вскоре он поднялся во дворце до второго мусахипа. Мусахип – это сан служащего при дворе, который давался тем, кому было поручено обеспечить приятное времяпровождение султану за интересными беседами. Но в Османской империи в те времена было неспокойно. В 1908 году произошел жестокий и кровавый государственный переворот. Султан Абдулхамид был свергнут. На смену ему пришел его брат Мехмед Решат Эфенди. На следующий же день после свержения Абдулхамида в сопровождении 7 своих жен и с ребенком, в окружении своих фаворитов и слуг, под конвоем он был отвезен в окрестности Салоники на виллу. Среди слуг и фаворитов султана оказался и наш Надир Ага и Руда Ага, но он носил сан первого мусахипа. Самой большой надеждой нового правительства была идея отыскать несметное богатство свергнутого султана. И Надир Ага, один из 5 доверенных лиц султана, знал, что они спрятаны в секретном подвале, построенном под бассейном во дворе Дворца звезд. Когда дворец был разграблен новой властью, сокровища были не найдены, и тогда пыткам подвергся Руда Ага. Но тот был предан султану и не рассказал, где спрятаны сокровища. Тогда его казнили удушением, и очередь дошла до нашего Надира. Наемники нового султана сказали Надиру, что если он не расскажет, где скрыты сокровища Абдулхамида, то его ждет такая же участь, как Руду Ага. При этом они отчаянно трясли мертвым телом первого слуги султана, и в конце концов нервы Надира не выдержали. История умалчивает о том, рассказал ли Надир о местонахождении сокровищ, но его оставили в живых, однако сослали от двора. Надир Ага накопил достаточно много денег, чтобы после того, как его освободили от рабства, открыть несколько магазинов и собственное производство молока. Он был глубоко порядочным гражданином, всегда очень дорого одетым, вежливым и эрудированным. Народ хорошо относился к Надиру и покупал у него молоко в бутылках, продажу которого именно таким образом, в бутылках, он и изобрел первым. После того, как османское государство рухнуло, евнухи разбрелись и разъехались. Кому-то пришлось очень трудно, и они буквально выживали, держась вместе. Иные же, как наш Надир Ага, стали во главе конгресса гаремных военачальников. В период республики последние гаремаги собрались вместе
в штаб-квартире в Стамбуле, проводя свой очередной съезд. Эта новость попала в газету, из которой мы видим на фотографии, что Надир Ага сидит в кресле посередине стола. Надир Ага, который никогда не испытывал финансовых трудностей, провел последние годы своей жизни в небольшом доме и скончался в одиночестве в этом доме в возрасте 79 лет.